Приветствуем вас во здравии и в прекрасном расположении духа на канале Раиса Горяченко «Дача, сад, огород, цветы». С самого начала хочу попросить прощения у наших огородников, самородков, селекционеров, которые сохраняют сортовые овощные и цветочные растения, создают новые сорта своими неутомимыми руками, своей любовью к природе, к растениям. А прощения прошу из-за того, что агрогороскоп посева семян и высадки растений для получения качественных семян на февраль 2022 года не подготовила заранее. Видимо, поэтому наша подписчица Екатерина написала вчера вот такое мне сообщение. Я знаю, что Козерог благоприятствует посадке растений на семена. Я хотела бы небольшую часть семян томатов посеять на семена, а Козерог будет 26 марта. Но вы его не рекомендуете в агрогороскопе. Посоветуйте что-нибудь, пожалуйста. На март месяц мы еще будем отдельный агрогороскоп для получения качественных семян делать. А сегодня мы рассмотрим вопрос, очень важный агрогороскоп, получения качественных семян на февраль месяц. Поэтому, Екатерина, благодарю вас за вопрос, просьбу и напоминание о важной теме для многих огородников. В феврале 2022 года было или есть уже один позади 3 периода для фундамента, для закладки фундамента, для получения качественных семян. Время Тельца было 7 февраля. И есть еще 2, которые можно использовать, заранее подготовившись к этому важному делу. Пожалуй, самый важный период для получения качественных семян – это время нахождения Луны в знаке Стрелец. А Телец и Козерог остаются на 2-м месте после Стрельца. Почему? Да потому что главная задача этого знака, огненной стихии, имею в виду Стрельца, это сохранение генофонда семян. Мы в свое время испытывали знак Стрелец, высаживая на семена овощные растения. Всходят семена в этот период быстрее, чем обычно, растут быстро, формируя много зеленой массы. Цветами растения не очень изобилуют, но они есть. Цветочки раскрываются, цветут, но ни с того ни с сего отваливаются, желтеют и отваливаются от цветочной кисти. На помидорах на одной кисти может сформироваться только 1 плод. Но не факт, что он будет расти и созреет. Испытывали мы томат Микадо, чтобы получить семена. Так вот, на кусте к августу остался всего 1 плод. Те, которые завязались, пожелтели и обсыпались. А 1 плод остался. И то он был небольшим. 1 плод на Микадо 300 граммов. Он созрел, и с него мы собирали семена. Это были семена, действительно качественные. Об этой особенности знака Стрелец знают все селекционеры, те, которые занимаются давно этим важным делом. И они знают, что растения, благодаря энергиям огненного Стрельца, избавляются от всего, что не несет качественные семена, то есть те плоды и цветочки, которые не дадут хорошего результата, от них растение просто избавляется, сбрасывает. Это время Стрельца – идеальное время для естественного отбора качественных семян. А теперь рассмотрим посевной агрогороскоп на февраль 2022 года. Вспомним его. Время Луны в Стрельце с 23 февраля 16 часов 30 минут по 25 февраля до 19 часов 30 минут. Но здесь происходит очень важное сложное космическое событие, стрессовая ситуация 24 февраля. Луна будет переходить из 3-й в 4-ю фазу. 24 февраля очень интересно, там у нас останется тоже кусочек хорошего времени. Давайте рассмотрим сначала 23 февраля. Здесь у нас очень интересные энергии, и мы успеем еще 1 час использовать 23 февраля до конца суток, то есть до захода солнца. Это самые лучшие будут энергии для получения качественных семян. Итак,
Этот день, 23 февраля, Солнце будет находиться в 6 градусе Рыбы. Управители этого градуса – Юпитер, Луна и Марс. Хорошую энергетику для семян заложит Юпитер и Марс. Они очень сильные энергии дают. Градус идеально подходит для работы с детьми. Это градус фокусника, то есть работа с детьми – это юные души, семена, растения. Ну а градус фокусника – это мы, творцы, созидатели, которые можем поработать именно в это время, лучшее время, чуть-чуть мы позже его определим, поработать с семенами для получения качественных семян. Далее, 10-й солнечный день 12-го солнечного месяца. Это тоже такой жирный плюс в это время. Это время познания сокровенного. Надо быть на «ты» с растениями. 12-й солнечный месяц дает энергии благой земли, матери земли. Это время плодородия, где все растет, цветет, рождается и развивается. Тоже прекрасная энергия и 10-го солнечного дня, и 12-го солнечного месяца. Третья фаза Луны 23 февраля, стихия воздуха еще. Это переходное как раз время. А воздушная стихия для Луны беспокойная. Жизнь как источник неограниченных возможностей. Вот такая энергия как раз дается в этой фазе Луны, в это время такое сложное. Нужно просто-напросто выжить и получить хорошие качественные семена, оставив после себя обязательно потомство. Ну а теперь Луна в Стрельце. 23-го у нас Луна находится до 16 часов 29 минут в Скорпионе. Ну а Луна без курса с 12 часов 25 минут до 16 часов 29 минут. Получается, что у нас Стрелец, его энергии начнут работать с 16 часов 30 минут. И восход у нас утром еще в Скорпионе, и вот с 16 часов 30 минут это чистое время начинается, а заход в нашем регионе, заход Солнца в 17:32, поэтому наилучшая сила Солнца и Стрельца и Луны у нас получается для получения качественных семян с 16:30 до 17:30. Один только час, но зато это золотой час. Но очень хорошо, что у нас есть еще в запасе один день, 24 февраля. У нас переход происходит начало, вот пик перехода с 3 в 4 фазу в час ночи 34 минуты. И это очень хороший жирный плюс, потому что воздействие энергии, стрессовых энергий перехода – это плюс-минус 12 часов. И у нас получается, что сила Солнца в знаке как раз Стрельца начнется с 14 часов. И до 17 часов 30 минут будет до захода Солнца. Но кроме этого, просто суперэнергии еще у нас есть 3 плюса, о которых нельзя молчать. Я их озвучу. Солнце будет находиться в этот день, 24 февраля, в 7 градусе Рыбы. А его управители Марс, Сатурн, Солнце и Юпитер. Ай, какая хорошая четверка для семян. Это градус гениальности, так расшифровывается 7 градус Рыбы. Здесь концентрация ценностей среди хаоса внешней жизни. Это мужской светлый градус. Вот такая расшифровка, то есть нужна энергия, и эта энергия будет даваться 7 градусом Рыбы. Вот эта энергия, которая будет цениться затем уже хозяевами, которые будут сеять, и селекционерами создавать. Вот эта энергия всего самого лучшего, которая заложена в этом овоще или в этом растении. Так что у нас супер энергии. Далее 11-й солнечный день 12-го солнечного месяца. Символ дня Солнце. Солнце – источник жизни, источник всего живого. Оно дает жизнь, оно дает уверенность, дает оптимизм, энергию жизни, расцвет, плодовитость, плодородие, суперэнергии. Ну и 4-я фаза как раз наступает, фаза огня,
То есть стихия, четвертая фаза, уже переход в стихию огня. А стихия огня супер для того, чтобы получить качественные, очень хорошие семена, для того, чтобы в будущем получить из этих семян прекрасные, здоровые и урожайные растения. Вот смотрите, у нас прекрасный такой период. По чуть-чуть, 23 февраля 1 час и 24 февраля с 14 часов до 17 часов 30 минут можно использовать энергии Стрельца для посева или посадки. Кстати, здесь Стрелец очень хорошо работает энергии для вершков и для корешков, особенно 24 февраля. 23 февраля здесь можно использовать энергии для получения качественных семян вершков. Вершки, напоминаю, это то, что дает нам плоды над землей. Корешки – то, что дает плоды в земле, в почве самой. 25 февраля 2022 года не используем для посева семян или посадки растений для получения качественных семян. Дело в том, что Луна без курса начинается в 6 часов 27 минут и будет находиться здесь до вечера, до 19 часов 30 минут. А это время спящей Луны, и бесполезно что-либо делать. Качественных семян вообще можно непонятно что получить. А мы работаем всегда с восходом Солнца, поэтому в ночное время не занимаемся посевами и посадками растений. Итак, 25 февраля исключаем из наших посевов и посадок. А теперь перейдем к третьему периоду. Перейдем к Козерогу, вернее, к периоду Луны в знаке Козерог. Это уже четвертая фаза. Здесь, как ни подходи к этому периоду, можем работать только с корнеплодными овощами. Это и картофель, свекла, морковь, лук и другие корнеплодные, с которых мы будем получать семена. 25 февраля убывающая Луна зайдет в знак Козерог в 19 часов 31 минуту. Здесь нет смысла начинать дело ночью. Нам нужны в гармонии и в симбиозе энергии Солнца и Луны. Поэтому выбираем 26 февраля. Солнце будет в этот день в 9 градусе Рыбы. Управители этого градуса Венера, Марс. Замечательно. Градус плодовитости, так характеризуется этот градус. Интенсивная мобилизация энергии происходит в это время, а также его называют при расшифровке 9 градус Рыбы, мужской, светлый, глубокий градус. Тоже хорошая энергия. Не тоже, а просто хорошая. Супер. Это плюс у нас. 13-й солнечный день 12-го солнечного месяца. Жирный тоже плюс. День несет мир и равновесие, когда открываются двери в будущее. Поэтому можно закладывать фундамент плодовитости новым растениям. Для селекционеров супер время. Четвертая фаза Луны. Стихия огонь. Еще один жирный плюс. Импульсивная стихия огня действует на Луну раздражающе. Это супер время для получения качественных семян. И Луна, убывающая в знаке Козерог. А это значит, энергии Козерога дадут нашим растениям и семенам будущим растениям стабильность, надежность и настойчивость. 26 февраля очень хороший весь день для того, чтобы высаживать корнеплодные овощи и получать качественные семена. Идем дальше. 27 февраля. Еще один прекрасный период. Но он у нас не полный весь световой день. Давайте разберемся. Солнце будет находиться в 10 градусе Рыб. А 10 градус Рыб, его управителями служат Меркурий, Солнце и Венера. Нам подходит Солнце и Венера очень хорошо. И расшифровка такая. В этот период проявляется мастерство, устойчивость растений, способность преодолевать ограничения, и называют при расшифровке некоторые астрологи этот градус мужской светлый градус. Прекрасно, жирный плюс. Далее, еще один жирный плюс, 14-й солнечный день 12-го солнечного месяца.
Этот день посвящен изобилию, плодородию и красоте. Нам подходит. 12-й солнечный месяц, напоминаю, это благая земля, где все растет, цветет, рождается и развивается. И это месяц богини Матери Земли, месяц плодородия. И тоже его можем использовать. Далее, 27 февраля – это тоже 4-я фаза Луны. Стихия огня. А эта стихия импульсивная, она очень воздействует на Луну, раздражающе. Ну и получаются семена качественные в это время. Тоже супер время для получения семян. Ну а теперь выбираем вот этот короткий период, сравнительно короткий период для работы для получения качественных семян. Если можно, растения, которые выращиваем для получения урожайности, мы можем высаживать до 16 часов, то здесь чуть-чуть иначе ситуация обстоит. Луна в знаке Козерог. Луна без курса будет с 17 часов 50 минут и до 21 часа 36 минут. Ну вот 17 часов 50 минут отнимем 6 часов, у нас получается 12 часов. То есть посевы мы можем проводить, получить вот качественные семена с восхода солнца и до 12 часов дня. Но это напоминает только для семян. Нам нужно получить качественные семена. Вот такие у нас получаются 3 периода. 1 уже позади, 2 впереди, и мы их можем использовать. И мы вот подготовили вам расклад полностью по всем этим дням, для того, чтобы вы знали и заранее подготовились, когда вы можете посеять семена или высадить на высадку подготовленные растения капусты, моркови, свеклы, картофеля в эти периоды, и чтобы получить от них качественные семена. Над этим выпуском, как всегда, работали Раиса Горяченко и Александр Волик. Мы прощаемся с вами. Надеемся, что вы обязательно поделитесь этим видео со своими друзьями, близкими, с теми, кому вы желаете добра и благополучия, а также оцените наш труд комментариями, лайками. Мы ждем новые вопросы. Ваши вопросы, просьбы для нас очень важны, и мы стараемся на них ответить и разобрать каждую отдельную ситуацию. Мы прекрасно понимаем, что нынче время интересное, сложное, испытательное для всех нас. И на нас, огородниках, садоводах, лежит большая ответственность в этом и последующие годы. Ответственность за нашу жизнь, за нашу семью, за жизнь семьи, за здоровье свое и семьи. И от того, что мы и как мы вырастим на наших грядках, на нашей земле, как мы будем относиться к земле, вот эти все вопросы будут решаться то ли позитивно, то ли негативно. Но я знаю и верю в вас, что вы все позитивные, солнечные, и все у вас прекрасно получится. И все то, что происходит вокруг, не имеет значения для нас. У нас самая главная задача быть в солнечных энергиях созидания и творить чудеса в своей жизни. На этой позитивной ноте снова же прощаемся с вами. До новых встреч завтра в новом видео. Пока-пока.